Привет! Сегодня мы поговорим о базах научных публикаций или, если угодно, базах научного цитирования. В своем роде все эти базы имеют некую общность в своей структуре. В основе их лежит список индексируемой литературы, издатели которой с определенной периодичностью отправляют информацию о библиографическом описании статей, аннотациях, информации об авторах, аффилиации и самым заветном списке литературы, да и тех самых по-другому ссылках, на которых и строится, по сути, весь дальнейший наукометрический анализ. Таким образом, когда статья попадает в базу, информация о ссылках мэчится с информацией о статье внутри системы, наукометрические показатели обновляются, статья засчитывается и статья находится в системе. Нас больше всего интересуют три системы, три базы данных научного цитирования. Это Web of Science, это Scopus и это, соответственно, российская eLibrary. Давайте поговорим сначала о Web of Science. Исторически эта система сложилась первой, и во многом она обязана своему появлению советской космической программе, а точнее запуску первого спутника в 1957 году. Дело в том, что это событие оказалось полной неожиданностью для президента Эйзенхауэра, который не ожидал и, в принципе, не знал о столь ошеломляющих успехах российской космической промышленности. Соответственно, после чего президент Эйзенхауэр дал прямое указание заниматься построением системы отслеживания научной информации. И хотя мы говорим о том, что запуск спутника – это во многом ключевое событие, нужно обязательно упомянуть и, в принципе, рост количества научной информации, и развитие и увеличение числа интердисциплинарных научных проектов, и не в последнюю, конечно, роль генетики и, соответственно, попытках расшифровать геном человека. Web of Science по своей сути система модульная, то есть она состоит из различных предметных модулей. Ее основу, или по-другому главный модуль, составляет Web of Science Core Collection. В Core Collection индексируется более 21 100 различных изданий. Это наиболее высокорейтинговые, наиболее престижные издания в различных областях науки. Тем не менее, если вы хотите получить доступ к, допустим, модулю по биофотонике или узкоспециализированным гуманитарным знаниям, скорее всего, такой модуль вам придется докупать. Почему все устроено именно так? Да потому что идеологи Web of Science считают, что зачем вам платить за то, чем вы не пользуетесь. Соответственно, допустим, если вы занимаетесь теорией математических графов, вас не очень будет интересовать статьи по синтаксису древнеанглийской литературы. И правда так. Помимо всего прочего, модульность проявляется еще и в некой региональной зависимости. Дело в том, что в Web of Science вы можете вытащить так называемые региональные или локальные индексы цитирования. Свой индекс цитирования есть у Бразилии, бразильский индекс научного цитирования, у России, российский индекс научного цитирования, у Кореи, Китая и многих других стран. Зачем это нужно? Создатели Web of Science считают, что благодаря этому вы можете смотреть на прогресс развития науки в конкретной части земного шара, делая поправку на общий научно-технический прогресс. Тем самым, что не совсем корректно будет сравнивать условно российский индекс научного цитирования и тот индекс научного цитирования, который есть в Америке, просто за счет разного количества публикуемых статей и разного состояния науки в этой стране на конкретный момент времени. Вторая база научных публикаций – это Scopus. Scopus является продуктом крупнейшего издательства научной информации, научной литературы, компании Elsevier. Соответственно, в Scopus есть ключевые отличия по сравнению с Web of Science. Первое – это так называемая глобальность, или по-другому отсутствие модульности. В Scopus, заплатив за подписку единожды, вы получаете доступ ко всей той информации, которая имеется в системе. Почему они делают в этом случае так? Да потому что создатели Scopus считают, что наука глобальна, и нет смысла корректировать ее в зависимости от географического положения страны, ученого или института. Второй важный факт Scopus в том, что здесь формат публикации присваивается лишь единожды. То есть, если вы публиковали статью, она навсегда в системе останется статьей, что не работает так в Web of Science. Там публикация может быть не только статьей, но и докладом для конференции одновременно и даже главой целой книги. Об этом отличии важно помнить. Еще одно важное отличие в том, что вы не обязаны докупать никакие модули в Scopus. То есть вы получаете доступ ко всей той научной информации, опубликованной во всех странах или по-другому во всем мире.
Изначально Scopus и Web of Science пошли по несколько разным пути развития. Если Web of Science настаивал на том, что они публикуют лишь наиболее респектабельные журналы, да, и наиболее респектабельные статьи, то Scopus считал, что мы будем охватывать как можно больше журналов, как можно больше ученых, как можно больше статей, да, для того, чтобы, соответственно, продвигать саму систему. Как показывает время, Scopus оказался несколько более успешен, поскольку на текущий момент в Scopus индексируется 70% того, что индексируется в Web of Science. А в Web of Science, в свою очередь, лишь половина того, что индексируется в Scopus. В Web of Science и в Scopus различным журналам присваивается разное количество предметных меток. В системе Web of Science таких меток порядка 250, а в Scopus более 350. Дело в том, что один и тот же журнал при использовании разных предметных меток будет занимать разное положение в зависимости условно от своей успешности. Третья система – это eLibrary или RINS. Это российская система, которая, тем не менее, обладает своими уникальными чертами. Во-первых, доступ к eLibrary абсолютно бесплатен из любой точки мира. Можете зайти и посмотреть интересующую вас наукометрическую информацию. Во-вторых, в eLibrary это не только библиографическая и библиометрическая информация, но и, немаловажное, это еще и банк статей. То есть весь тот банк публикаций, который есть в eLibrary, вы тоже можете получить. Платно или бесплатно уже зависит от самой публикации. И третий важный показатель, который несколько осложняет работу с этой системой. Дело в том, что в eLibrary индексируются не только статьи, доклады для конференций или обзоры, но еще и много информации, которая лишь имеет наукообразный вид. Из-за чего складывается такая ситуация, когда считать наукометрические показатели по этой системе нужно с особой осторожностью. Также в России есть такой феномен, как список ВАК, список журналов Высшей аттестационной комиссии. Это некая особая сущность, без попадания в которую вы вряд ли сможете легко защитить свою кандидатскую диссертацию. Дело в том, что для выхода, соответственно, на защиту этой самой диссертации вы должны иметь определенное количество статей в журналах, которые одобряются ВАКом. И тут важно понимать, что далеко не все ринцевские журналы одобрены ВАКом. Скорее всего, это лишь небольшой процент. Соответственно, в зависимости от того, к какой научно-исследовательской организации вы принадлежите, у вас отличается как перечень журналов, так и глубина просмотра, доступная вам. Поэтому не поленитесь и проверьте возможности Web of Science и Scopus конкретно для вас. Кроме того, в дополнительных материалах к этой лекции будет детальная инструкция о том, как найти тот или иной документ, посмотреть те или иные наукометрические показатели для целого университета, отдельного подразделения или конкретного человека. Удачи!